Полиглоты не понимают язык полностью. И именно поэтому учат его быстрее вас. И это самая большая вещь, которую скрывают почти все эксперты по языкам. Потому что обычному человеку годами внушают одну и ту же идею. Сначала нужно понять все правильно, выучить грамматику, набрать большой словарный запас. И только потом начать говорить. Но проблема в том, что мозг не учится языку в режиме полного контроля. И пока вы пытаетесь понять каждое слово, полиглот уже уловил смысл разговора, даже если и сам не понял половину фраз. И сейчас я наглядно объясню, где обычный человек останавливается, а полиглот продолжает идти дальше. Я однажды наблюдала ситуацию, которая очень хорошо объясняет, почему одни люди начинают говорить на языке быстро, а другие годами ждут готовности. Представьте, человек сидит за столом с испанцами. Разговор живой, быстрый. Кто-то перебивает, кто-то смеется, кто-то говорит коротко. Я, claro, a ver, me lo pienso. И один человек в этот момент пытается понять каждое слово. Он буквально останавливается внутри каждой фразы. А второй человек понял не все, но он уловил главное. Кто согласен, кто сомневается, где шутка, где отказ, где нужно просто кивнуть и продолжить. И внешне кажется, что второй лучше знает язык. Но очень часто разница как раз не в знаниях. Разница в том, что его мозг не требует полного контроля, чтобы продолжить общение. Когда мозг попадает в незнакомую ситуацию, он сначала ищет опору. Знакомое слово, знакомую структуру, похожую ситуацию из прошлого. Если опора есть, мозг продолжает. Если опоры нет, мозг начинает тормозить. Именно поэтому в иностранном языке человек часто зависает не потому, что он плохо учил или еще выучил мало, а потому что, простыми словами, мозг пытается обезопасить себя. Подожди, я не уверен, лучше не отвечать. Просто понаблюдай и проверь, все ли окей. И вот здесь появляется разница, потому что обычный ученик воспринимает непонимание как знак, что нужно остановиться. Полиглот воспринимает непонимание как нормальную часть процесса. И мне стало интересно, почему вообще одни люди быстро адаптируются к живой среде, а другие сразу теряются. И когда я начала читать исследования про изучение языков, я постоянно встречала одну и ту же идею. В исследованиях это очень часто связывают с умением выдерживать неопределенность. Есть даже такое понятие толерантность к неопределенности. Фактически сама идея обсуждается в психологии еще с конца 40-х годов. Ее связывают с работами американского психолога Эльзы Френкель-Брунсвик, одной из знаменитых фигур в исследованиях личности и социальных явлений. Так вот, если сказать очень просто, люди, которые спокойнее выдерживают неопределенность, быстрее адаптируются к языку. То есть мозг не требует все понимать идеально, чтобы продолжать взаимодействовать. Представьте двух людей в одном разговоре. Один услышал незнакомую фразу и внутренне остановился, а второй не понял часть слов, но продолжил слушать и взаимодействовать дальше. И очень часто именно второй начинает быстрее чувствовать язык и адаптироваться к нему. Полиглот не ждет момента, когда все станет идеально понятно. Он делает 3 вещи иначе. Первое, он слушает не каждое слово, а направление разговора. Второе, он не паникует, когда теряет часть фразы. Третье, он быстро проверяет гипотезу. Например, кажется, он сомневается. Кажется, это шутка. Кажется, это мягкий отказ. И дальше он продолжает слушать, не останавливает весь разговор из-за одного непонятного какого-то слова. И тут есть еще одна очень важная вещь. Когда человек начинает нервничать из-за непонимания, мозг переключается в режим стресса. А в стрессе рабочая память работает намного хуже. То есть вам буквально становится сложнее удерживать фразу, анализировать ее и реагировать одновременно. Именно поэтому многие люди говорят, когда я спокойный, я все понимаю.
А в разговоре с носителем у меня как будто все вылетает из головы, и я ничего понять не могу. И на самом деле это очень типичная реакция мозга. Полиглоты быстрее не потому, что меньше путаются, а потому что они не застряют в этой путанице. И вот почему это работает быстрее. Когда вы ждете полного понимания, вы получаете мало реального контакта с языком. Вы как будто все время готовитесь, но мало проверяете себя в реальной живой речи. А когда вы просто позволяете себе понимать частично, мозг получает больше ситуаций. Он начинает узнавать язык не просто как список правил или простой набор слов, а как систему целых сигналов. И вот что еще интересно. Мозг вообще не очень хорошо запоминает то, что дается слишком легко. Здесь происходит одна очень неприятная вещь, которая наглядно показывает, как устроен наш организм. Мозг начинает путать ощущение понимания с настоящим обучением. Именно поэтому после идеального учебного диалога человеку часто кажется: «О, я все понимаю». А потом человек приезжает в Испанию, заходит в обычную кафетерию и через 20 секунд уже не понимает, что от него хотят, потому что он вступает в реальный диалог с носителем и теряется через каждые 15 секунд. Это на самом деле самая большая ловушка. Когда вам легко, вам кажется, что вы учитесь быстрее, но очень часто мозг в этот момент просто работает в режиме узнавания, а не реального освоения информации. А живой разговор – это уже не узнавание, это реакция в реальном времени. В психологии обучения есть идея желательных трудностей. Смысл в том, что обучение, которое в моменте кажется чуть сложнее, иногда лучше работает на долговременное запоминание, чем легкое и предсказуемое повторение. Например, когда вы не просто слушаете идеальный диалог, а сталкиваетесь с вариациями, пытаетесь вспомнить, догадаться, распознать смысл по контексту. Мозг работает глубже. Небольшая сложность во время обучения, наоборот, помогает памяти работать глубже. И это очень интересно, потому что память усиливается не только тогда, когда вам что-то объяснили, а когда мозг сам пытается достроить недостающий для него кусок, даже если сначала вы ошиблись. И вот еще одна вещь, которая противоречит тому, что, как обычно, учат учебники. Для мозга ошибка – это не всегда проблема. Иногда это именно момент, когда вы не уверенно, но пытались понять, угадать, ошибились, переспросили и пошли снова дальше. Именно это и создает быстрое ощущение и запоминание. Поэтому идеально понятый учебный диалог часто создает ощущение прогресса, но не готовит к живой речи. Вот почему многие люди часами смотрят понятный испанский, но в реальном разговоре все равно теряется, потому что мозг привык к контролируемой среде, а не к живому языку. Мозг очень плохо учится в стерильной среде. Поэтому люди, которые годами сидят только на идеально понятных материалах, часто впадают в ступор в моменте живого общения. А вот момент, где вы чуть-чуть потерялись, переспросили, догадались по интонации, мозг запоминает намного сильнее. И получается парадокс. То, что ученик считает плохим обучением, для мозга и есть настоящее обучение. Легкость создает чувство прогресса, но не всегда создает навык. Момент, где вы чуть потерялись, может быть самым полезным моментом обучения. Идеально понятый диалог не всегда лучший способ подготовиться к настоящей жизни. Это и есть то, что многие очень часто называют быстро учить языки. На самом деле это не магия. Это способность раньше входить в живой контакт с языком. И вот здесь, как мне кажется, происходит самый важный сдвиг. Полиглоты быстрее учат языки не потому, что умнее, и не потому, что у них какая-то особенная память. Очень часто они просто перестают ждать идеального состояния. Обычный человек думает: я сначала должен научиться понимать лучше, а потом уже, как следствие, начну лучше говорить и общаться с носителями языка. Полиглот действует наоборот. Он понимает, что часть понимания не происходит до разговора, а как раз во время разговора. И это очень сильно меняет подход
к изучению любого языка. И вот это, кстати, одна из причин, почему многие люди годами учат язык, но все равно боятся живого разговора. Потому что они тренировали узнавание, но мало тренировали, допустим, реакцию. А разговор — это всегда реакция в реальном времени. И если честно, именно поэтому на индивидуальных занятиях я сейчас все больше ухожу не в идеальные упражнения, а в работу с живой речью, реакцией и непредсказуемыми моментами. Потому что именно там обычно и происходит самый настоящий рост у человека. Теперь мне очень будет интересно посмотреть, в каком моменте именно вы чаще всего не можете продолжить разговор. Когда не успеваете расслышать все слова, или когда вроде все понятно, но непонятно, как реагировать дальше. И я, кстати, очень часто вижу именно последний вариант. Поэтому, пожалуйста, напишите, в какой момент именно у вас начинается ступор в разговоре с носителями языка. Потому что это очень многое говорит не про уровень языка, а про то, как мозг начинает взаимодействовать с языком. И, наверное, самая большая мысль здесь вот такая. Ваши познания языка начинают расти быстрее не тогда, когда вы начинаете знать больше, а тогда, когда перестаете воспринимать непонимание как опасность. Потому что в реальной жизни никто ничего не знает на все 100%. Даже носители языка не знают свой язык досконально. И поэтому в моменте общения мозг постоянно достраивает смысл по контексту, по интонации, по реакции другого человека. Именно поэтому живая речь так сильно меняет уровень языка. Она заставляет мозг не просто узнавать слова, а адаптироваться в реальном времени. И очень часто именно после таких разговоров люди впервые начинают чувствовать, что язык начинает становиться живым, а не искусственным. Наверное, в этом и есть самый главный секрет полиглотов. Они не ждут момента «я теперь готов». Они учатся прямо в моменте, внутри разговора.